Камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин J. Craftsman. Модель камеры. Я так понимаю, это линейка, новая линейка камер, которая пойдет у J. Craftsman с их приложением. Модель LL1, питание 5 вольт, смарт Wi-Fi камера, инструкция, как у J. Craftsman, также все качественно и понятный язык, кроме английского, отсутствует. Два шаблона на липкой ленте для крепления солнечной панели, наверное, кронштейна и самой камеры. Коробка небольшая и камера, да, также небольшая, как и солнечная панель. По стандарту, как сейчас, ух ты, тут вот такое покрытие интересное. Напишите, что это за солнечная панель. Ну, их уже столько видов. Штативная резьба есть, небольшая, 5-ваттная. Что здесь интересно, герметичный разъем идет Type-C. Вот такой вот. Со стороны камеры должен быть ответный разъем. И вот она, да, она маленькая, незаметная уже, со встроенными аккумуляторами, со съемным кронштейном, с быстросъемным, скорее всего. Да, такие вот защелки. Ну, часто снимать не будешь, я надеюсь, что, но быстро снять получится. И там аккумуляторы. Сейчас разберем, посмотрим. Такой вот кронштейн. Крепишь его на стену, камеру надвинул, направляйка вот такая есть. И защелкнул. Камера установлена. Нужно снять, потянул аккуратно ее в стороны, и камера снялась. Забрал ее, понес, например, зарядить от розетки ее аккумуляторы. Вот ответный разъем, который будет герметичный для подключения солнечной панели. То есть здесь все по уму. Видите, вот силиконовое колечко такое, герметизирующее. Type-C. Подключаем. И гайкой это все зажимаем. Ну да, и все, и в общем-то под открытым небом оставляешь. Панель уже подключена к камере. А, идет зарядка. Даже сейчас вот при отсутствии солнечного освещения, но можно увидеть, вот мигает. Светодиод подмигивает синим. Малозаметно, ну потому что здесь солнечной активности нету, просто искусственное освещение в помещении. Далее посмотрим. Солнечные панели сейчас делают таким образом, что они реально заряжают аккумуляторы. Я уже вам говорил в прошлом видео по прошлой камере. Раньше солнечные панели с камерами шли чисто символический маркетинговый ход, они практически не выполняли свою работу. Сейчас вот такие маленькие, но выполняют, заряжают реально аккумулятор, как в хороший солнечный день. Камера чисто Wi-Fi, и эта камера на один объектив с одним объективом, хотя у нее здесь кажется, что два глаза, но это инфракрасный датчик движения. Работа камеры все так же, как и другие камеры с солнечными панелями. Режим сна, экономия аккумулятора, по инфракрасному движению датчик ловит. Камера активируется, присылает вам уведомление, включает запись на карту памяти, которая поддерживает до 128 гигабайт. И здесь под крышкой, под силиконовой такой заглушкой герметичной, слот для карты памяти и кнопка сброса к заводским установкам, и кнопка включения-выключения камеры. Power, да. И кнопка сброса. Камера может без карты работать, но смысл писать ей некуда будет. Не будет ничего сохраняться. В онлайне ты на нее зайдешь, но писаться ничего не будет. Камера чисто Wi-Fi, нету 4G, нету слота для сим-карты. Но я думаю, что такие камеры будут в дальнейшем. Они, соответственно, дороже будут, но будут. И 4G роутеру. Есть уличный с аккумуляторами. 4G роутер, сим-карту вставил, раздает Wi-Fi. И несколько камер ты к нему таких сможешь вместе установки подключить. Динамик, микрофон, кольцевая такая лампа идет, видите, с LED светодиодами, с белыми светодиодами, а инфракрасные вот здесь, их 4 штуки. Подключим ее, 5-мегапиксельный вариант, приложение JC-Link. J-Craftsman-овское приложение, там мало скачиваний или практически их нету. И даже в поиске не выдает сразу, а именно надо ввести название, и потом жмешь найти и находит именно его. Подключаю камеру, то есть кнопкой включения. Power, активирую камеру. Нажать и, наверное, удержать до... Да, щелчок.
Музыка. Красный светодиод информационный, который можно будет выключать. Слушаем, ожидаем. По идее уже можно добавлять. Голосового, наверное, ничего не будет. Открываю приложение. Вот так вот открывается. Пройдете регистрацию. Та же самая, как везде сейчас на приложениях. Русский сразу подтянула. По Bluetooth разрешить добавлять. Да, аккумуляторная камера, умный дверной звонок. Короче, здесь будет у них все. Комплект беспроводного видеонаблюдения также будет. Ну, молодцы. Аккумуляторная аж, наверное. Угу. Но здесь полностью инструкция идет. Пожалуйста, плюс еще... сбросьте устройство. Зажмите кнопку сброса на 5S. Подождите, пока светодиодный индикатор замигает красным. Замигал. Ну, UEFI 2.4 ГХЗ и введите свой пароль. Угу. 2.4 ГХЗ. Ввел пароль доступа к роутеру, к которому хочу подключить камеру. При этом, если выбираешь роутер, то смартфон твой должен к нему быть подключен. Пожалуйста, снимите пленку с объектива. Нажмите «Далее». Для показа QR-кода подождите, пока устройство отсканирует. Быстро. Отлично. Жму «Далее». Идет подключение. Разрешить. Пожалуйста, подождите. Сменился цвет свечения светодиода. Все просто и понятно. Камера успешно добавлена. Моя камера. Далее. Выберите семью. Можно несколько домов делать, я так понимаю, будет. Там дача, например, на даче устройство. Дом, квартира, что захочешь. Пожалуйста, используйте адаптер, зарядить камеру перед установкой. Понятно, желательно зарядить от розетки перед тем, как ты вынесешь ее, установишь. До 100%, чтобы продлить время. Инструкция по установке камеры, то есть советы по установке камеры. Ставить ты, конечно, уже твое дело, там, куда ее ставить. Но есть советы именно под каким углом, от земли сколько, чтобы инфракрасный датчик работал адекватно. Поместите камеру и телефон вместо установки камеры. Нажмите «Далее» для входа в диагностику сети. Можно продиагностировать качество сигнала Wi-Fi. Вот, уровень сигнала нормальный. Ну, реально, наверное, так. Хотя тут недалеко. Ну, вот так вот. Текущее место. Вот высокий. То есть, реально вот работает. Продиагностировал сеть и показал вот, что высокий. Уровень сигнала Wi-Fi в этом месте. Ты можешь носить камеру там, где хочешь поставить, и диагностику сделать. Но это супер. Различные подсказки. Звук сразу включен, эхо, потому что два устройства рядом, звук выключи, чтобы не фонило. Состояние аккумулятора, битрейт, качество сигнала Wi-Fi, значки вот здесь. На что похоже приложение? Напишите, не знаю. Пока не пойму, на что похоже. Веб-интерфейс именно приложение. Ну, отлично, отлично. Если отлично будет работать приложение, то считаю, что правильный ход они сделали, что свое запилили. Быстрые значки, тут все понятно. Датчик движения, настройки датчика движения, чувствительность. Датчик движения можно выключить. После включения вы можете следить за человеком, который стоит перед устройством. Имеются различные варианты чувствительности обнаружения. Режим энергосбережения. Очень удобно, что на каждый момент у тебя есть разъяснение. 3 точки кликнул и читаешь, что будет в том или ином режиме. Режим производительности. Этот режим имеет длительное время воспроизведения видео, что приведет к чрезмерной... То есть постоянка, я так понимаю, работы камеры. Обнаружение гуманоида включено. Чувствительность гуманоидов по умолчанию. Включаешь, и камера постоянка. Кому нужна такая камера в работе в постоянку, а когда ты это будешь делать, когда к ней подключен блок питания и стоит в буфере камера, ну то есть от 220, от 5 вольт работает. Или же хороший солнечный день и солнечная панель справляется хорошо. Ты ее в постоянку включил, и она постоянно там пишет вот эти все моменты. Ну а на ночь, конечно, если нет подпитки, то режим энергосбережения можно ставить. Можно свой вообще режим зайти и сделать. Ну, блин, это суперово. Ночью, днем, частые движения, если есть чувствительности, время записи выставлять, интервал тревоги включать. Этот режим имеет длительное время воспроизведения, что приведет к чрезмерному потреблению. То есть вам на этом заостряют внимание, что аккумулятор будет садиться интенсивно. Планированные сигнализации сделать по расписанию, вот как я вам говорю, днем
Например, когда солнце есть активно, можно делать ночью в режиме хранения, там сбережения энергии сделать. Зона тревоги. Что-то даже можно зону сделать. Ну, это если ты камеру не поворачиваешь, то можно сделать зону тревоги, где чтобы срабатывало, где не срабатывало. Звуковое, световое предупреждение. Даже куча вот есть настроек. Звуковое предупреждение, предупреждение белым светом, звуковое и световое, будет и сирена из динамика и мигать вот этой лампой кольцевой, светить. Громкость динамика, план звуковой легкой регулировки. Ну, то есть можно еще что-то по графику также написать. Ну, блин, разбираться есть в чем. Все понятно, главное, что. Незаметно так коробочка белая. И в ней, понятно, кабель идет USB Type-C для зарядки встроенного аккумулятора через блок питания. Блока питания в комплекте нету, потому что можете использовать свой крепежный элемент и кронштейн, конечно, для солнечной панели в разборе. А здесь крепежные элементы для камеры, а для кронштейна идут вот. Также все есть. Крепеж и хороший кронштейн такой. Хоть и пластиковый, но вполне таки отличный. Собираешь его. Понятная регулировка. Прижимом регулируется сам шар. Тут все пластик, ну кроме резьбы. Резьба штативная, стандартная. Панель эту легенькую выдержит вообще без вопросов. То, что включено, зеленым подсвечено. Светлый. Смотрите. Такое вот освещение. Не ярко, потому что чего-то мощного от этой камеры ожидать не стоит. Но это аккумуляторная камера, она не рассчитана на мощное там большое потребление, потому что и аккумуляторов не хватит. И главное, что днем ты можешь включать. И подсвечено зеленым. Альбом «Сирена». Это на 70%. Можешь раз и выключить. Световое и звуковое. Включено оно. Давайте выключим. Потом лучше ночью зайти уже по факту. Раз. Затемнилось. Полный режим. Интеллектуальное зрение. Полное ночное видение. Черно-белое ночное видение. Также поставлю пока так. А потом в ночном режиме зайду и попереключаем. В основном это активно. Ну то есть АДК актуально ночью. И звуковое, и световое. Из любой точки мира ты можешь заходить. Можешь включить мобильный интернет. И будет камера у тебя доступна из любой точки мира. Через интернет все это работает, как обычная MP-камера. Широкий угол сразу видно. Очень таки широкий, классный. Камера широкоугольная, 2.8 скорее всего объектив установлен. Управление. Смотрите, какой джойстик большой на приложении. Просто прикольно это все выглядит. Да, захватывает просто бомба. Рыбий глаз есть по углам, но это камера видеонаблюдения. Так, автоматически 5 мегапикселей. SD качество легкое, при плохом интернете ты можешь поставить в SD, или автоматически выбирает от качества интернета. Картинка хорошая, переворот, звук вы слышите, я нет, потому что микрофон подключен к смартфону. Картинка, да, картинка классная, пробую приближать. Ну, есть 5 мегапикселей. Я вам скажу, что есть. И широченный угол просто захватывает, блин, именно с небольшой высоты установки. Но эту камеру никто не будет высоко устанавливать. Она не дальнобойная, нет смысла в высокой установке. А именно, где широко тебе нужно захватить. Частный сектор, стоянка, гараж, второй этаж, наверное, третий максимум. И вот так поставил и можешь рассматривать. Пишет она, что здесь за значки переключения качества. Ну, все те же основные. И ты можешь в микрофон-то, в динамик также крикнуть что-то. Вот есть значок микрофона. Нажал, удержал и передал. Зарядка идет. Значок по аккумулятору. Дальше зайдем в менюшку. Там есть классные моменты по аккумуляторам. Посмотрим, насколько зарядится. Вот сейчас я ее вынес. Солнечная активность, как видите вы, то тучи заходят. То есть изредка солнце появляется. То, что нам и нужно. Два винта откручиваем. Также часто сюда ты не будешь проникать. Ну, нет смысла. Просто аккумулятор. Зарядка. Подключаешься сюда. Кстати, обычный кабель. Все ж больше не... еще вот, смотрите, что вдруг не ломать.
Вот есть еще здесь фиксация. Там 2 и здесь 1. Ну так. Такая вот задумка. Ого. Ну, блин, тут все. Все получается очень-таки герметично. Очень-таки герметично. Да, вот так тут все плотно. Прокладка есть по периметру. Вот. Силиконовая. И она все держит. Подушки здесь такие приклеены, чтобы аккумулятор, видать, не гулял туда-сюда. Ну, корпус такой, внутри много места. Можно было бы, конечно, и на 3, и на 4 даже 18650 сюда установить. Чисто приклеены они на двустороннем скотче, также на подушке, чтобы не болталось, все здесь продумано. Сборка на 2 аккумуляторах 18650. Внутри там и схема контроля зарядки, разрядки аккумулятора, все там есть. С этим вопросов нету. Насколько хватит, опять же, я вам говорю в любом видео, что конкретной цифры, насколько хватит полностью заряженного аккумулятора, нету, потому что факторов куча. Это какой солнечный день, солнечная панель подключена или нет. Температура внешней среды, потому что литий при низких температурах теряет емкость сильно. Сколько срабатываний камеры, сколько просыпаний, повороты, сколько будут светить светодиоды. Много очень факторов. Такая себе бесперебойная система уже внутри камеры встроена. Здесь все залито герметиком, то есть качество сборки на хорошем уровне. Вот что желательно, ну хотелось бы, видите, да, идеально 3 аккумулятора, сборка на 3, мне кажется, сюда поместится. По настройкам шестеренка, вверху правый угол, информация об устройстве, там и внутренний IP-адрес увидишь, и ID устройства, и прошивки, но все там. Зайдешь, кликнешь, посмотришь. Получение уведомлений именно на смартфон по тревоге, управление сигнализациями, то, что заходили на датчик движения. И здесь нужно реально посидеть, поразбираться, повключать, попробовать, что как работает. Это, ну, как бы, наверное, одного дня не хватит на это все. Как ночью оно будет работать. Настройка изображения также есть. Переворот экрана, если вдруг камера кверх ногами. Не знаю, в каком случае она будет. Но это менюшка не только для этих камер. Возможно, и домашние камеры есть. Установка против мерцания, понятно. И цветной режим, это ночной, 3 ночных режима. Именно тут в настройке изображения занесен. Разделение устройства. Поделиться с кем-то, насколько человек, не написано. Инструкция по установке. Управление местоположением. Индикаторы работы выключу. Ну, потребление у него малое, но в основном, если хочешь, чтобы камера ночью не была видна, чтобы не выдавал там синим себя свечением или красным, синим, то можно включить, выключить. Настройки времени. Часовой пояс 12-24. Настройки звука. Оратор, полный дуплекс. Ага, можно одновременно с человеком говорить, не обязательно в режиме рации. Микрофон включить, запись голоса. Включить звук во время записи видео. Понятно. И громкость микрофона. Динамика, скорее всего. Видеошифрование. Тут тоже такое есть для безопасности. Выберите, если пароль. Такой интеллектуальный анализ, что интересно. Чтобы использовать смарт, вам нужно приобрести смарт-сервис. Пойти купить. Ну давайте уже посмотрим тогда точно, что люди, домашние животные, транспортные средства и коробки, даже посылки, вот пакет. Возможность будет с этой камеры получать анализ интеллектуальный. По людям, домашним животным, автомобилям и посылку. Кто-то тебе подкинул под ворота, под двери. Но в основном рассчитано на то, что людям приносят и оставляют в цивилизованных странах. Под дверьми посылки, возле ворот, возле калитки, возле дома. И тебе камера пришлет уведомление, что посылка лежит. Прикольно тоже. Не на траву срабатывать, там, а на посылку именно. Пойти купить. Определение вот все тут прописано. Чтобы сделать более умное, пойти купить. И вот вам одиночный пакет за месяц. $1,49. Непрерывный ежемесячный. 1 месяц можно купить. $1,9, то есть 2. И за год $15. Напишите, дорого или нет. Я думаю, если хочешь получать от камеры все, и тогда получаешь вот эти вот возможности. Здесь будет включить, что тебе нужно, и выключить, что тебе не нужно. По батарее режим
питание от батареи, избыток заряда заряжается, схема зарядки пишет тебе, что будет, что подключать, как подключать, чем заряжать, именно советы. И даже есть статистика. Видел я где-то это приложение Green Vision или что-то такое. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Когда-то давно я делал видеообзор. Guardian Vision, Green Vision. Кажется, вот эти вот приложения. Управление записью. Что писать? Данный формат не подойдет. Отформатируйте. Тю. Ну хорошо, есть напоминание. Я ее вставил и забыл про нее. А тут тебе показывает, что отформатируй, потому что камера ее не видит. Есть такие моменты по камеры, что вставил, и оно не пишет себе там, и не предупреждает тебя камера, что карту памяти она не приняла. Здесь, видишь, есть такое, заходишь и пишет тебе, что нужно отформатировать. Объем пока неизвестен, готово, 100%, готово. Опять заходим, управление записью, и уже есть, определилось, объем такой-то, вставил я на 64 гигабайта, 59, видеопереключатель, запись событий. То есть можно включить и выключить запись здесь, и посмотреть объем, сколько остался, и реально, и отформатировать. Облачный сервис, понятно, уже заходили, события облакохранилища, проверка на новую версию. Текущая версия, последняя версия. То же самое. И перезагрузить и удалить устройство. Классно, приложение хорошее. Я же говорю, где-то я уже по памяти понимаю, что я встречал где-то его, что-то с Vision связано. Стояла на зарядке, заряжалась солнечной панелью. В 19:30 я зашел и посмотрел по заряду, что происходит. Уже солнце зашло, и солнечная панель не активно была, не заряжала. Зашел, посмотрел на состояние зарядки аккумулятора в процентах. И очень таки удивился. На 100% зарядила. Ну, панель уже не заряжала, понятно. И вот сейчас я зашел. 21-25. 98%. Камера очень экономно работает. Вот в этом режиме стоит по определению человека. То есть по ИК-датчику срабатывает. Поэтому она и экономит хорошо. То есть и панель работает четко, все классно. Посмотреть можно. Так, управление батареями. Тут же статистика уже появилась. В 14 чем-то началась зарядка. Потом до 100% зарядилась такое-то время, и вот сейчас падает, разряжается аккумулятор, то есть график это показывает. По дням будешь, если нужно, смотреть. Уровень сигнала Wi-Fi вот здесь показан. Просыпаться, сколько времени камера проработала, 1 час 32 минуты. Предварительный просмотр, время, не знаю, что это. Количество сигналов тревоги, вот сколько срабатываний было. Количество обнаруженных 751, не знаю, насколько правдивая, но информация такая и есть. Ну, интересно, вот по зарядке аккумулятора, по разрядке, также график строится. Картинка с камеры обычная, черно-белая картинка, без проблем, без всяких, все отлично работает. ИК светодиодов хватает. Ну и можно посмотреть, сейчас вот как в цвете камера будет показывать. Нормальная матрица стоит, картинка не сыпется, будет уличное освещение, камера будет отлично показывать в цвете, может даже и не переходить будет в черно-белый режим. По ночным режимам также значок быстро, интеллектуальная поставишь, будет камера по движению, по сработке, по просыпанию, включать белый свет и переходить в цветной режим. Хочешь полноцветное, постоянно в цвете и свечение белых светодиодов, такой режим также возможен. Насколько разряд аккумулятора будет идти, ну, ИК светодиоды тоже потребляют, белые светодиоды тоже потребляют, наверное, примерно одинаковое потребление будет. Ну, в данном случае, где большее количество LED светодиодов, белых светодиодов, то, наверное, все-таки расход электроэнергии в таком режиме в цветном будет больше. Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Черно-белое поставлю. Но возможность переключения есть. Или в автомате можешь поставить. Идеальный вариант, если нужно. История и на карте памяти. Смотрите, тоже классно. Здесь ты можешь включить запись, скачать ролик,
по тревоге, посмотреть моменты, открыть. Вот все сработки. Все сработки по датчику движения. Можешь раз, зашел, кликнул и просматриваешь. Это по времени. Плюс нажать. Увеличиваем временную строку. То есть ты видишь вот эти зеленые моменты. Это по тревоге. Облако. Если на облаке что-то будет, также можно будет просматривать. По дням, календарь по дням будешь смотреть на карте памяти, сколько там будет храниться. Удалить, скриншот сделать, в альбом перейти. То, что накачано, будет у тебя вот в альбоме. Из альбома также можно забрать. Кликаешь и внизу справа значок скачать. Скачиваешь, забираешь на смартфон фото или видео. Так можно просматривать. Да, и так можно просматривать. В таком ракурсе тоже. Картинка хорошая, видите, вообще в светлый, в солнечный день, вообще классно. Реально 5-мегапиксельное разрешение при 15 кадрах в секунду. По датчику движения очень понравилось, что на хорошем расстоянии ловит, и это при том, что я не увеличивал чувствительность в таком режиме, как было, и стоит, и где-то срабатывает на метрах 10-12, как по автомобилям, так и по людям, по движению инфракрасного тепла. То есть ты можешь увеличить на максимум, и действие его, чувствительность его также увеличится. Реально работает именно та камера, в которой вот этот момент работает. Ну, если хочешь поставить постоянку, то вот эти режимы также будут работать. Кому подходит такой вариант, в Украине продаю тебе ее по цене AliExpress. Пиши в Telegram, выйду к тебе в личку, договоримся.